И таки да, прошивочка у нас установилась. Я ухожу из твоей жизни. Сейчас пойдем кофе воровать бесплатное. Какого-то криминала или чего-то отключенного пока я не нашел. Привет! И сегодня мы вас приглашаем в зиму. Все обледенело, а мы с вами едем сейчас продавать Теслу. У нас есть ребята, которые приехали с Канады сейчас и хотят купить Теслу. Ну вот, посмотрим, что с этого получится. Сейчас отогреемся и будем выезжать. Наверное, вот так вот нам хватит такого же места, правильно? Для того, чтобы ехать. Попробуем ехать так. Видно же, правильно. Так что в добрый путь. Буду держать в курсе. Короче, нифига не видно. Но в Приусе есть такой замечательный в бардачке вот такая штучка. Вот деньги сидят. Попробуем очистить стекло. Главное, не треснуть. Всех приветствую на канале. Такая вот у нас история. Есть у нас одна машина 85D, и она приехала без батареи. И вот у нас появился донор Model X 90, и мы решили взять с нее батарею как донорскую и поставить на 85-ку. Сделать, так сказать, 90D. Но произошла такая штука интересная. То есть там вообще еще Tegra стоит на этой машине, это 15-й год. Но когда мы купили эту машину и пока мы ее тут туда-сюда перемещали, у нее оба монитора зажигались, все было окей. А вот недавно мы ее забрали. На улице она стояла на одном паркоместе и решили как бы уже подкинуть донорскую батарею. И у нас Tegra померла просто ни с того ни с сего. И вот, думав, гадав, как бы нам лучше сделать, каким путем пойти, мы заехали в дилер Tesla сегодня и купили Tegra, новую Virgin, то есть чистую Tegra. Вот так это все дело выглядит. В такой вот коробочке продается. Вот она. Вот здесь указано, что у нее установлена прошивочка 2021, 24, 28. Парт номер вот такой вот на ней есть. То есть это вот запечатанная платка Tegra, которая вот здесь у нас имеется. В общем, мы сейчас все это дело распечатаем, поставим вместо старой. И очень интересно, что у нас из этого всего получится. Так как у нас здесь в самом процессоре, ну вернее в плате и в памяти, которая здесь на этой плате есть, у нас находятся сертификаты и пробег. И вот интересно, что же будет дальше, получится ли у нас подвязать эту Tegra, что будет с сертификатами и как дальше что-то с этим мы будем делать. Вот я сейчас попробую подснять, и очень интересно и самим узнать, как же это работает. Потому что мы были сегодня в Тесле в дилере, мы тоже задали вопрос там одному чуваку, который по запчастям продавал. Он не смог нам ответить прям полноценно, потому что он сам лично этим не занимается, но он пошел спросил у мастера, который как бы должен все это знать, и он сказал, что можно через Toolbox все это дело подвязать под нашу машину и, может быть, даже вбить или перенести как-то сертификаты или вбить ВИН-номер. Короче, очень расплывчатая информация, точно непонятно. Toolbox-то у нас есть, но там есть Special Access, то есть специальный доступ. Но чтобы специальный доступ иметь, ты должен быть дилером авторизированным. А мы, естественно, не авторизированные дилеры. Поэтому посмотрим, что выйдет. Будет такой, скажем, эксперимент. Ну, в принципе, это все выглядит как обычно, просто это новая Tegra. Как говорится, brand new. Сам MCU уже разобран. Вот наша старая Tegra. Сейчас мы ее отсюда открутим и поменяем на новую. Затем подкинем все это дело на место, включим и увидим, что случится.
долго, да? Нервы. Так, чук-чук. Я уже не думал, что загорится. В общем, пока непонятно. Появилась буква Т снова. Очень надеемся, что система загрузится. Опять погасла. Уже в 3-й раз. Продолжаем ждать. Самый щекотильный, или как он, щекотливый момент. Загрузилась у нас Тегра. Пока еще мы не все тут видим. Оля, старенькая прошивка. Реально старенькая. А, слушай, это же в Тегре, 21 год. Да, вот она как раз. 21, 24, 28. Ого! Все. Что? У нас пробег 105 тысяч миль. Откуда у нас такой пробег взялся? Это с той машины, скорее всего, комп тот прописал его в БМС, а это подтянуло его с БМС. Пробег нас такой не устраивает. Пробег у нас откуда подтянулся, откуда-то, который был у нас на другом компьютере, который Intel мы сюда подкидывали. Это немножечко не по плану, так сказать, такого мы не ожидали. В общем, такая ситуация у нас. То есть я сделал Factory Reset, ну как бы это в принципе ничего не изменило. В общем, какая история? То есть вин у нас оригинальный, он подтянулся. Честно говоря, не знаю, откуда конкретно он вин подтягивает, но вин у нас оригинальный. А вот пробег у нас подтянулся с донорской батареи, на которой было 105 тысяч миль пробега. То есть получается, он с БМС-ки, с батареи подтянул пробег сюда. И еще у нас, скорее всего, сейчас нет связи с сервером, потому что сертификаты остались на старой Тегре. И у нас прошивка сейчас старая, машина никуда не едет, потому что все блоки управления, они на более новой прошивке. Поэтому сейчас я постараюсь со стороннего сервера подтянуть прошивку 2022, сделать апдейт софтвер, чтобы у нас хотя бы все заработало на 22 прошивке. Еще надо будет поменять конфиг батареи, потому что у нас 85-я батарея была здесь, а мы сейчас подкинули 90-ю. И если все это дело, что я рассказал, оно у нас заработает, и все, ну, как бы без проблем произойдет, то, что я собираюсь сделать, тогда, наверное, скорее всего, придется ехать на дилер Tesla и просить восстановить сертификаты. Потому что машина без сертификатов не будет обновляться, и выше 2022 прошивку, ну, я не смогу сюда поставить. Поэтому вот такая история. Но будем продолжать наш эксперимент. Интересно. То есть подкинули Virgin чистую Тегру, она запустилась, подтянула вин, подтянула с BMS пробег. Если бы у нас батарея была оригинальная, то у нас бы оригинальный пробег подтянулся, и было бы все окей. За исключением сертификатов и свежей прошивки. Но, конечно, на дилере Tesla это не проблема, они могут эти сертификаты сами там восстановить, пушнуть прошивку сюда более свежую и апдейтнуть все. Но как бы мы не дилеры, но тем не менее сам эксперимент, он действительно интересный, поэтому будем продолжать. Сейчас я все сделаю то, что я сказал, то есть сначала поменяем конфиг на 90-ю батарею, hardware ID пропишем другое в конфиг, и потом я постараюсь со стороннего сервера, если все будет окей, подтянуть 22-ю прошивку и апдейтнуть всю систему. Будем пробовать. Как мы видим, здесь очень много ошибок по несовпадению программного обеспечения. Сейчас разблокируем диаг-порт и будем пробовать править конфиг. В общем, я поменял по конфиг с 46 на 81 и пробуем перезаписать его. У нас центральный дисплей перезагружается. Даже контакторы клацнули. Но я думаю, это ненадолго, потому что у нас все-таки софтвер весь разный. Ждем. Центральный дисплей еще загружается, а вот на маленьком у нас уже отобразилось 90D. То есть тот конфиг, на который я поменял. Сейчас загрузится большой, он уже загружается. И посмотрим, что здесь отобразится. В общем, что у нас получилось? Глядим. Софтвер. Да, у нас машина теперь 90D. Конфиг поменян успешно. Теперь осталось со стороннего сервера подтянуть 22-ю прошивку. Так как у нас нет сертификатов, мы не можем это сделать с сервера Tesla. И если это все получится, то у нас должна машина поехать и быть на 22-й прошивке без сертификатов, но тем не менее исправно во всем остальном. Так что буду сейчас пробовать. У нас пошла загрузочка со стороннего сервера, прошивочки 22-й. Скорость как-то небольшую показывает. И вообще Тегра, она такая нерасторопная, сильно никуда не спешит. Но будем надеяться, что она выкачает прошивку нужную нам, и мы сделаем апдейт. И машина у нас начнет двигаться. Ждем-с. Очень не быстро, конечно, грузится прошивка. Уже, наверное, ждем мы минут 20, может даже 30. И она еще до сих пор не загрузилась полностью, но уже близко к финалу. А в таком состоянии машина у нас пока не ездит, и нам не сильно хочется ее толкать, конечно же. Процесс идет.
На том компьютере, на который мы подкидывали другой MCU, это MCU Intel был с донорской машины. В принципе, мы редеплойнули, и машина ездила. То есть машина перемещалась, можно ездить. Единственное, там были, естественно, не было сертификатов родных, там был другой ВИН. Ну и пробег был, в принципе, такой же, как и здесь. А вот сейчас пока машина не передвигается, потому что у нее старая прошивка, и все блоки не работают корректно, поэтому контакторы не включены, и машина не может ездить. Надеюсь, не так долго будет качаться прошивка сейчас, и не так долго она будет распаковываться, и потом еще нужно будет сделать software апдейт, чтобы машина начала двигаться. Ну, иначе ее придется толкать, потому что уже вечер, мы все собираемся ехать домой, уже почти 10 часов вечера. У нас куча машин на улице, которые еще нужно загнать в шап внутрь. Ну как, не куча, несколько, но если мы эту машину не подвинем, то как бы мы не сможем загнать остальные. Поэтому мы сейчас уперлись и ждем, когда же скачается полностью прошивка и распакуется. Похоже на то, что прошивка уже скачалась, потому что скорость уже 0. Теперь осталось, чтобы она распаковалась корректно. И иногда это занимает тоже какое-то время, 20-30 минут, час иногда даже бывало такое. Ну, час, наверное, нет, хотя всякое бывало. Tegra, она такая очень неспешная система, неспешный процессор. Я надеюсь, что она не так долго будет распаковываться, потому что хотелось бы уже поскорее машину переместить и отправиться домой. Прошивка у нас все-таки распаковалась, появился будильничек. Поэтому мы будем ставить прошивочку. Надеюсь, все станет ровненько и машина у нас поедет. Ожидаем установку. Процесс пошел. Мы машину немного переместили, потому что уже поздно. Артем поехал домой. Нам нужно другие машины загнать в шап. Но я все-таки решил запустить редеплой. И он, как я уже говорил, начался. И вот уже один из его финишных этапов. Вот он уже на финишном этапе. Контакторы сейчас включены. Я думаю, осталось совсем недолго. И я надеюсь, что все поедет. Посмотрим на финал этого всего дела. И таки да. Прошивочка у нас установилась. Конечно, есть некоторые ошибочки. Ругается на фьюз, который нужно будет ему жизнь перепрописать. Ругается на батарейку ключа. И ругается на то, что низкий уровень охлаждайки. Ну, естественно, потому что там была снята батарея, и там не было ее изначально. И, в общем, что мы здесь имеем? Мы, естественно, после Factory Reset в Palo Alto, как всегда, находимся. И что у нас по прошивке? И вот она, наша 22-я прошивка. 22, 8, 10, 16. Все, машина у нас включает Railon. Но у нас, по-моему, были некоторые ошибки по, ну не по ABS, а по Regenerative Braking. Там есть какая-то проблема. Сейчас мы это все дело поглядим, какие ошибочки у нас здесь висят. Это все, конечно, хорошо, но лучше это все дело посмотреть в сервис-моде. Так, в сервис-моде что мы будем видеть? Сервис Alerts. Что у нас есть? У нас подспущенное колесо. У нас по иммобилайзеру висит ошибка, как будто ключ переподшивали. А это, по-моему, я и делал, но я ее сброшу. По BMS Replace Smart Fuse Now, это я тоже сделаю. Батареечка в ключе здесь. И вот по термалу у нас есть coolant. Надо добавить coolant. Так, а что-то по Regenerative Braking почему-то ошибка куда-то ушла. Но это и хорошо. Ушла и отлично. А ну попробуем куда-нибудь подвигаться. Да, машина двигается. Мы можем ехать. Ну что ж, я думаю, можно подытожить, что в общем было сделано. То есть изначально машина, во-первых, нам приехала без высоковольтной батареи. Это было где-то указано в описании на аукционе, но почему-то мы этого не заметили, то ли это было указано, потому что на фотографиях на аукционе на машине батарея была. Ну, как бы есть как есть. В общем-то, машина какое-то время стояла. Приехал вот такой вот Model X с разбитой мордой, что-то мы уже отсюда сняли. Он был куплен как донор, это 90D был Model X, и эта батареечка пошла сюда как донорская. Эта машина у нас вообще 85D была, но сейчас она стала 90D. По каким-то непонятным причинам, после того, как машина постояла, мы ее загнали в шап, через там месяц, она 2, может, стояла, я не помню точно. Подкинули батарею на удлинителе, чтобы просто посмотреть, подвяжется, все ли будет окей. И у нас не запустился MCU, не запустился центральный компьютер. И как бы мы его сняли, еще было
была какая-то проблема с коншиной, почему-то она валилась жестко, мы сняли компьютер, попытались его подключить на столе, он пытался загружаться, но было похоже на то, что Tegra приехал. У нас было несколько путей решения, то есть мы сначала подкинули с другой машины, у нас был Intel компьютер, естественно, там был другой софтвер, мы его подкинули, редеплойнули, и в принципе машина поехала. Единственное, что в этой машине, естественно, был другой вин-код, который в Gateway хранится, были другие сертификаты. То есть машина бы не обновлялась, приложение бы не работало. Можно было идти по этому пути, можно было править security config, менять вин и так далее. Но мы решили пойти еще по другому пути. Так как мы знаем, что на дилере можно купить новую Tegra, то есть новую платку Tegra с памяти, и она будет Virgin, чистая. Дядя посмотрел машину и решил покупать 2015 года 70-ку 70D, которая есть. Красивая машина, черная, с серым салоном. Покажу пару кадров, как он смотрел ее из шапа. Все пересмотрел, все перетрогал. Ну все, осталось сейчас оформить ее и будем ее отвозить к нему далеко. Куда-то 5 часов надо будет ехать в штат Мичиган. Буду держать вас в курсе. Все, ну вот и все. Ну вот и все. Машина продана. Как у Стаса Михайлова в песне. Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все. Я ухожу из твоей жизни. Машина оформлена уже не на нас. Сейчас меняем номера и выдвигаемся в путь. Едем в путь. Конечно, клиенты интересные. Говорит, слышь, дай, пожалуйста, зарядку. Я говорю, ну у меня нету. Я у тебя видел, там у тебя 2. Я говорю, ну хорошо, значит мне 2 надо. Правильно? Одна тут типа, одна там. Потом говорит, за регистрацию, а что я должен платить? Давай ты заплатишь. И все меня жмет. Я в один момент уже психанул, говорю ему, дорогой мой друг, извини, но я не могу. Вот есть машина, хочешь покупать, покупай. Не хочешь покупать, то тогда не покупай. Но все равно человек согласился. Машина красивая, тут нет никаких вопросов. И ни о чем думать было. Батарея здесь хорошая. Заглядывал везде, а вот это, а вот это, а вот это, а полочка. А можно, говорит, вот эту штучку, а можно то. Сейчас вам покажу еще, что он у меня выклинчил. Выклинчил у меня вот эту штуку. Можешь, пожалуйста, поставить? А то ж подстаканников нету. Куда я буду ставить стаканы? Пришлось поставить. Здесь все четко, здесь все это. Вот эти подстаканники, эти неудобные. Ну, вот так вот люди, каждому свое. Мучает. Вот так. Ну, а сейчас будем выдвигаться в путь. С кем? С Димоном. Теперь у меня будет помощник. Все во льду. Машина, вот такая вся дорога, как лед. Но ничего, я думаю, что у нас все получится. Наконец-то мы выехали. Не без приключений. И ехать нам 300 миль. Получается, вот наша дистанция. 298 уже осталось. Будем в 8 вечера. Как пишут. А сейчас у нас 2:38. Ну что, в путь, ребята. Машина едет, расход хороший. И будет еще лучше. Сейчас выйдем на хайвейчик и помчались. А что делать остается? Вот так. И едем, надо заехать. Кофейка было взять. Потому что уже прохладно, во-первых. Во-вторых, хочется чего-нибудь тепленького. Ну и заправиться. Машинку вторую надо заправить. Сейчас заправимся, возьмем кофейка, покажу вам. И поедем дальше. Еду без номеров. Сзади вон там бумажка на стекле и все. Доставай бабки, плати. Сейчас достану. Бабулеты. Дырка. Slow down. Гайс. Интересно, сколько нальется. Вот такая вся машина в ледике. Надеюсь, что это скоро отлетит. Короче, вот. В бак залезло 10 галлонов. И этого всего нам хватит примерно где-то миль, наверное, на... Сейчас скажу, это получается на 500-600 миль. Тут еще гляньте. Ребята, покупайте Prius. Ты видел, крышу сорвало тоже? Крышка, дырка. Prius, это вещь. Сейчас пойдем кофе воровать бесплатное. Те, кто заправляется на этой заправке, у них специальная карточка, и им можно брать бесплатно кофе здесь. Поэтому мы сейчас... Ну, это не я точно. Мне нельзя брать, но я буду брать бесплатно, потому что у меня есть у товарища такая карточка. А он со мной поделился. Покидаем мы эту заправку. Вот флакон кофе бесплатный. Оказалось, короче, что это была шутка. За кофе надо платить, но уже было поздно, когда я оттуда вышел. Поэтому извините. Я так на смелом, на уверенном оттуда вылетел. А чувак говорит, да я пошутил. Нельзя, короче, надо было платить. Ну, простите, $2 украл. Без этого никуда. Продолжаем наше движение. Уже проехали мы 80 миль. Осталось ехать нам, зарядки у нас еще показывают 140.
137. Проехали 80. 200 миль, короче, мы проедем. А так вообще нам еще до зарядки нам ехать еще получается 34 минуты, 38 миль. Увидимся уже на зарядке. До встречи. Ну а что мы делаем? Едем дальше. Машина делает свое дело, сама рулит. Ехать нам уже осталось до зарядки 5 минут. Будем заряжаться потом 20 минут. И на данный момент смотрим видео про чердака с машинаторами, тут как они машину будут восстанавливать. Вот настолько прекрасно ездить на Тесле. Делать нечего. Можно посмотреть какие-то видосики. Зарядились на Тесле. Теслочка нам написала, что Pre-charging unavailable. Теперь можем заряжаться, не сможем больше. Будем заряжаться через 2 часа. Типа надо добавить карточку, чтобы заряжаться. Ну, у нас карточку мы не сможем добавить, но у нас есть другие варианты, как мы можем зарядиться. Будем ехать час и через час опять заряжаться. Продолжаю историю про белого икса. В прошлый раз я выяснил, что масляная помпа переднего мотора не работала, потому что был там неправильный, неверный фьюзбокс передний установлен в подкапотном пространстве. Я не знаю, опять же, как он там очутился, но там просто не было ни пина, не было ни самого предохранителя, который питает, именно дает питание на масляный насос. Ну, с этим я разобрался. Теперь там стоит другой фьюзбокс, тот, что нужен. Масляная помпа работает, с этим проблем нет. Но у нас осталось еще несколько интересных проблем. Первое. Не работают репитеры, то есть поворотники в камерах, которые в крыльях стоят. Из-за этого поворотники быстро моргают все. Потом не работает датчик уровня тормозной жидкости. Потом не работает датчик уровня жидкости омывателя стекла. И не работает помпа, которая качает жидкость для омывания стекла. И HomeLink не работает. И посмотрев и на схемы, как это все работает, это все приводит нас к переднему боди-контроллеру. То есть к переднему бодику. Вот здесь, допустим, на примере системы омывания стекла, вот здесь washer pump. Она идет, вот от Front Body Control модуль, и Washer Fluid Level тоже отсюда. Ну и все остальные системы, я не буду сейчас открывать эти схемы, в этом всем тоже участвует передний Body Controller. Мне сейчас придется снять дворники, снять жабо, снять механизм дворников, снять ресивер Air Suspension пневмоподвески и добраться вот сюда, до этих коннекторов, до переднего Body Controller. Я не знаю, что я там могу обнаружить, все что угодно. Но я хотя бы осмотрю, и если визуально сам боди-контроллер будет выглядеть нормально, я не увижу там проблемы в коннекторе или там каких-то еще случайностей, неожиданностей, тогда я просто закажу другой боди-контроллер и придется еще раз разобрать и заменить боди-контроллер. Но как бы не хочу его заказывать раньше времени, потому что может быть проблема не в нем. А он стоит бэушный порядка $200. От 150 до 250 разные цены там есть. Это бэушный. А новый в Тесле, я не знаю, сколько стоит, можно будет тоже узнать. Поэтому сейчас пойду к машине, подразберу подкапотное пространство, доберемся до бодика. Посмотрим, может там какие-то сюрпризы будут нас ждать. Ну, в общем, подкапотные пластики я снял, корыто снял, жабо снял. Теперь я сниму сам механизм дворников и сниму ресивер. Ну, как сниму? Я не буду отключать трубки, я его сниму с крепления и просто вытащу сюда. И вот там где-то сзади уже и будет нужный нам передний боди-контроллер. BC Front, так называемый.
Я подвязал ресивер на всякий случай здесь, потому что там сама магистраль идет воздушная, не хочу ее повредить. Ну, в общем, нам, в принципе, больше и не надо, потому что передний бодик, он находится вот прямо здесь. Вот его крышка, снизу болтики. Сейчас я разберусь, как он снимается, сниму крышку и доберусь до нужных мне коннекторов. Наконец-то я посмотрю, что там все-таки происходит. Для большего удобства попробую открутить вот этот блок, потому что туда, конечно, не очень удобно добираться, как раз перекрывает крышку. Сейчас откручу здесь, посмотрю, будет ли мне удобней при таком варианте. Так, тихо, болтик не падает. Конечно, не совсем понятно, как это тут все держится. Я тут раньше не бывал. Но сейчас как-то разберемся. Одной рукой неудобно. Если получится, покажу позже. А если не получится, то буду оставлять его на месте. Так, вот наш передний бодик. Вот так здесь все выглядит интересно. Сейчас возьму, посмотрю по схеме, где какие коннекторы, где какие провода, и прозвоню от тех систем, которые у меня не работают, прозвоню сюда. Хочу убедиться, что все точно сюда доходит, потому что здесь, в принципе, все выглядит нормально. Какого-то криминала или чего-то отключенного пока я не нашел. Сейчас буду проверять все. Позже включусь, отпишусь о результатах, потому что, конечно, не самое удобное место здесь для проверки, мягко говоря. В общем, я заберу эти платки сейчас в офис и внимательно изучу на всякий случай. Вдруг увижу какие-то проблемы здесь. А вообще я видел весь вот этот бокс со всеми модулями. Продается в сборе обычно, поэтому я буду покупать все вместе, скорее всего. В общем, значит, подведу итоги. Я прозвонил все провода, то есть до Brake Fluid Level Sensor, прозвонил провода и до помпы омывателя, и до датчика уровня омывателя. Прозвонил провода до обоих репитеров, то есть повторителей поворота в крыльях, которые вот тут вместе с камерами стоят. Все провода звонят. Земля везде есть, то есть как бы с проводами проблем я не нашел. Значит, в принципе, остается только одно, что проблема в самом Body Control модуле, и причем программно это не решается, потому что я уже делал апдейт, вот прямо перед тем, как начать разбирать, мне пришел новый апдейт, я его установил, но проблема никуда не делась. Значит, проблема как раз в этом переднем Body Control модуле, поэтому буду заказывать либо эту плату отдельно, если найду, либо может быть в сборе весь этот бокс, в котором стоит термоконтроллер, стоит Air Suspension контроллер и вот Body контроллер, который у меня не работает как хотелось бы. Поэтому я закажу эту плату или все в сборе и, наверное, позже как-то еще подсниму это все и покажу, чем все это дело закончилось. А сейчас я пока соберу все на место, буду эксплуатировать машину, потому что не знаю, когда мне придет сам Body Control модуль. Оставлять машину в таком виде, пока он не придет, я не хочу. Конечно, немного лень все это дело собирать, потом это все придется разбирать. Но тут, в принципе, не так долго, буквально минут там на 30 делов. Увидимся в продолжении всей этой истории. У нас Добрый появился вечер. Джеки Чан. Не ждали? А Не я ждали. пришел. Да, вот так вот. Дай гляну, дымка нету? Погазуй. Да. Нет, дым есть. Тут хоть есть что-то, нет? Есть, да? Ага. Все, тосол есть. Предохранитель есть, тосол есть, значит все есть. Главное еще, чтобы было масло. А то, что там, вот, там дымит, воняет, это все чепуха. Тосол есть, видишь? Есть. Уже, короче, третьи сутки. Уже вот и полицию встретили, и милицию. Вообще, это ужас просто. Ну, прикольно. Зато. Хочу продолжить историю с белым иксом, на котором я менял фьюзбокс, чтобы заработала, масляный насос, чтобы заработал. И сейчас я хочу попробовать все-таки починить передний боди-контроллер, который, по моему мнению, создает все эти проблемы. А то есть повторители поворота, репитеры не работают, не работает моторчик омывателя стекла, не работает датчик уровня тормозной жидкости и не работает датчик уровня бачка омывателя стекла. И, по-моему, еще HomeLink не видится. Что-то такое. То есть я здесь немножечко подразобрался.
открывается снова. Вот он наш передний боди-контроллер, который содержит, он такой, представляет собой такой пластиковый бокс, в котором 3 борда, 3 платы. То есть один из них это Air Suspension Controller, один из них это тот самый передний боди-контроллер, который я хочу поменять, и второй это термал-контроллер. То есть тут 3 блока управления в одном таком вот боксе. Сейчас я вытащу сам контроллер управления, сам передний боди-контроллер, этот борт, и у меня есть с донорской машины еще один боди-контроллер. Он немножечко, правда, поврежден. Машина была в аварии. Но вроде бы первая плата пострадала, а вторая плата, как раз этот борт боди-контроллера переднего, она вроде бы живая. У них разные партномера, я уже смотрел. Но мне интересно попробовать подкинуть, потому что визуально они вроде как на фотографии я смотрел, они прям идентичны. Естественно, конечно, там может быть разный софт внутри, поэтому, возможно, я попробую еще сделать редеплой. В общем, это, в принципе, отчасти эксперимент, поэтому сейчас я возьму такой вот донорский боди-контроллер отсюда, этот сам борт, и переставлю его туда. Подсоберу это все, подкину и посмотрим, заработает он или нет. Очень уж мне интересно. Меня интересует конкретно вот эта плата. Это тот самый фронт боди контроллер, который управляет многими разными системами, и в том числе и теми системами, которые не хотят работать у меня на машине, и я очень хочу это починить. Сейчас я возьму донорский фьюз-бокс, вытащу отсюда нужную мне плату. Бокс с этими контрольными модулями, он немножечко поврежден, но вот мой, как раз который мне нужен, он вроде бы выглядит целым. Они, в общем-то, абсолютно идентичны визуально, но имеют разные партномера. Этот я пока свой нерабочий отложу в сторону, а вот этот я попробую поставить сюда на место. Все это дело мы слегка подсоберем, чтобы ничего никуда не выпало, не потерялось. И теперь поставлю его в машину и запущу. Вроде бы все коннекторы на месте. Теперь я подключу 12-вольтовый аккумулятор, дам питание, запущу систему и поглядим, что получится. И подключаем 12-вольтовый аккумулятор. Опа! Ждем загрузки системы. У нас появилась вот такая вот ошибочка. Software Update Required. То есть ему нравится какой-то софт. Глянем, что он нам в сервис-моде скажет. Посмотрим, какие ошибочки у нас будут. Так, вот наши Service Alerts. И мы видим, что Gateway говорит, что BC Front Version Mismatch. Это у нас Service Fix Avol. Ну, в принципе, то же самое. No Drive Allowed. Интересно, что из-за того, что различный софт и несовпадение софта на переднем боди-контроллере, машина Unable to Drive не может ехать. Очень интересно. Но, в принципе, это было ожидаемо, что разный софт, что нужно будет апдейтнуть. Сейчас я попробую это сделать, запущу редеплой. Я не знаю наверняка, заработает ли этот борт с другой, потому что он с другой машины, с машины 16 года, а это машина 20 года. И они, как бы, можно сказать, разных генераций. Но, тем не менее, я попробую, как говорится, попытка не пытка. Сегодня выходной день, я готов потратить пару часиков на этот эксперимент. Поэтому я сейчас сделаю software redeploy и посмотрим, что у нас из этого получится. Я, в принципе, попробую сделать его прямо с экрана. Wi-Fi у нас подключен, software reinstall. Мы сделаем can redeploy. Все, теперь будем ожидать редеплоя и посмотрим на результат. Наш редеплой закончился. И поглядим, что получилось. Service Alerts. Алерты у нас есть какие-то. Но это лишь по калибровке дверей. Это ничего такого страшного. Но эти алерты, которые у меня были до этого, должны появиться, когда я включу Railon. То есть на выключенной машине, в принципе, у меня этих проблем не было. Поэтому сейчас включим Railon и посмотрим. Вот у меня еще какой-то апдейт пришел. Это Game Update. Загрузились игры, обновления для игр. Ну окей, игры это хорошо. Нас интересует другое. Включаем
рейлон. Так, наш рейлон включился. Пока у нас ошибок здесь никаких нет. А здесь у нас что-то еще появилось. Ага, Viper Common Error. Ну, у меня отключены там механизм дворников, поэтому BCCN говорит, что Viper Common Error это как бы ерунда. Нас это не беспокоит. Слушайте, как интересно. Хорошо. Сейчас очень важно будет, если я включу поворотник, допустим, левый. Если репитер заработает, то это уже хороший знак. Пойду смотреть. Да, получилось. До того, как я проводил все эти процедуры, то у меня поворотники моргали быстро. И репитер на камере, репитеры на повторителе поворотов на крыльях, они не работали. Хотя сами по себе они работали, я их проверял, но бодиконтроллер им не управлял передний, и они вообще не работали. А задние и передние просто быстро моргали. Ну а сейчас они работают. И работают с хорошей скоростью, с нужной скоростью. Так, еще у меня какая проблема была? Горела ошибка по уровню тормозной жидкости. Теперь мы ее здесь не видим. Ее здесь теперь нет. А ну я попробую сейчас с другой стороны. Репитер работает или нет. Но, судя по всему, работает. Да, репитер работает. Потом у нас какие еще были проблемы? У нас не работал моторчик омывателя стекла. Но сейчас я не смогу его проверить, потому что у меня отключены все шлангочки подачи. Не хочу, чтобы тут все залило. Ну, естественно, подразобрано немного. Но я подозреваю, что вполне себе может работать омыватель стекла, так как поворотники работают, и на уровень тормозной жидкости машина уже не ругается. Так, что у нас еще не работало? У нас не работал датчик уровня в бачке омывателя стекла. Сейчас я тоже не вижу этой ошибки. Ну и в остальном вроде бы все. Несмотря на то, что сам борт, который фронт body control модуль, он отличался по номерам, и он был с этой машины. Это 16-й год, Model X. Это наша донорская машина. Я просто решил взять с него бодик. Сам бокс, как я уже показывал, был поврежден, но сам этот борт, который отвечает именно борт body control модуля переднего, он был целый. У них были очень разные номера, но визуально они выглядели одинаково. Я не сильно, если честно, рассчитывал на то, что они подойдут. Это был больше эксперимент. Но, как мы видим, все заработало. То есть можно сказать, что эксперимент прошел успешно. Теперь я все это дело подсоберу. И, в принципе, все. Можно ехать кататься. Эксперимент прошел удачно, поэтому я доволен. Воскресный вечер был потрачен не зря. Всем спасибо за внимание.
Ну вот и все. Сборка закончена. Проблемы у нас, которые были по переднему body control модулю, они все ушли. Ошибочек у нас на данный момент никаких нет. У нас здесь все чистенько. Ну, по pedal monitor висит, но это ошибка часто, которая присутствует здесь постоянно. На нее не стоит обращать внимание. То есть наш ремонт оказался успешным. Body control модуль, этот борт, который я взял с другой машины, он все-таки подошел. Поэтому всем спасибо за внимание. До новых встреч. Кстати, небольшой постскриптум. Я очень часто в роликах говорю, что самое важное в ремонте любой техники, автомобиля и в принципе неважно чего, это диагностика. И по поводу вот этого случая я могу сказать, что здесь диагностика была крайне необходима, крайне важна. Не просто диагностика, а правильная диагностика. Потому что если бы мы просто пытались устранить проблемы по нерабочим репитерам камеры, по нерабочему насосу омывателя стекла, по тому, что нет, датчик не работает уровня тормозной жидкости, мы бы поменяли репитеры, это бы не помогло. Мы поменяли бы датчики, это бы не помогло. Мы поменяли бы еще кучу всего, и это бы, скорее всего, тоже не помогло. Поэтому сначала нужно было выяснить, почему все это не работало, а потом уже что-то менять. Ну и в итоге мой диагноз оказался верным. Во всем был виноват передний body control модуль, поменяв который, мы устранили все проблемы. Поэтому всем спасибо за внимание.